Вы на канале Заметки жизни и я, Игорь Дикун. Здравствуйте. Сегодня я представляю вам небольшую зарисовку о баварском курортном городе Линдау и Боденском озере, на котором он расположен. Возможно, посмотрев этот сюжет, некоторые из вас захотят их посетить. Расположен город на северо-восточном берегу озера. Сейчас территория города граничит с соседней землей Баден-Вюртемберг и Австрией, а вот исторический или старый город Линдау находится на острове. По самой распространенной версии, название города означает «остров Лип», что и запечатлено в его гербе. Раньше это были два острова, разделенные рвом. Западный, меньший, сельскохозяйственными фермами, снабжавший город продуктами, и восточный, больший, собственно, сам город, который был, да и сейчас связан с берегом мостом. Ров между островами давно засыпали, а на его месте проложили железную дорогу и соединили через дамбу с материком. Построили вокзал. Как театр начинается с вешалки, так и город начинается с вокзала. Построенный в начале 20 века в стиле немецкого историзма, с фронтоном центрального входа в стиле барокко наподобие старой и новой ратуши, он выглядит очень великолепно. Основная масса туристов, посещающая Линдау, приезжает на этот железнодорожный вокзал, находящийся в начале набережной возле порта, куда помимо немецких приходят прогулочные пароходы из Австрии и Швейцарии. Среди них и колесный пароход Хоентвиль, самый старый из плавающих судов по Боденскому озеру. Плавучий технологический памятник был спущен на воду в 1913 году и до 1918 года был яхтой королей Вюртемберга. Сегодня это один из последних колесных пароходов в Европе с оригинальным двигателем. А заходят корабли в порт между двумя символами Линдау – Баварским львом и Новым маяком. Баварский лев – 6-метровая скульптура льва, смотрящая на озеро, работа мюнхенского скульптора Иоганна фон Хальбига, высечен из песчаника Кельхайм и весит около 50 тонн. Новый маяк – единственный из настоящих маяков в Баварии и самый южный маяк в Германии. Его общая высота 36 метров, высота до смотровой площадки 33 метра. Поднявшись на нее по 139 ступеням, можно насладиться потрясающим панорамным видом на город и Боденское озеро. Так как расположен маяк на высоте 428 метров над уровнем моря, то это еще и самая высокая точка маяка в Германии. Это один из немногих маяков, на фасаде которого есть часы. Баварский лев и Новый маяк считаются самым красивым входом в гавань на всем Боденском озере. Почему маяк носит название Новый? Да потому что на протяжении веков с 1180 по 1856 года его функцию выполняла вот эта башня высотой 20 метров, называющаяся Мангентурм или просто Манг. В момент постройки это была крайняя точка городской стены, а сейчас она одиноко стоит на набережной. Возле нее расположены кафе и ресторанчики, как, впрочем, и по всему старому городу. А если вы хотите уединиться, то можно прогуляться в западной части острова по тихим аллейкам на месте старой крепостной стены с прекрасными видами на Боденское озеро и горы. Да и старые бастионы внесут свою нотку в ваше настроение. В самом западном углу острова, в небольшом парке Луитпольд, находится средняя школа Линдау на Боденском озере. Обыкновенная школа в старинном здании с одной маленькой особенностью на фасаде – имперским орлом. Сбивать его не стали, убрали только символику и разукрасили разноцветной краской перья, чтобы не очень важничал. Может, это и правильно превращать помпезность в шутку, в гротеск. Но вернемся в центр города. В теплую погоду здесь все заставлено столиками кафешек и ресторанчиков, где с видом на озеро и горы или на старинную архитектуру можно с удовольствием провести время. Кстати, о архитектуре. Помимо башни Манг в городе сохранилась одна очень колоритная башня с ярким внешним видом в готическом стиле. Восьмиугольным остроконусным шлемом и увенчана 4 филигранными шестигранными угловыми башенками. Воровская башня получила свое название так, как в ней долгое время располагалась городская тюрьма. Рядом с Воровской башней находится и церковь Святого Петра. Это самая старая церковь в Линдау, а также одна из старейших церквей на Боденском озере, посвящена покровителю рыбаков, первых жителей этого места.
Напротив входа на северной стене нефа расположен огромный раннеготический рисунок красным мелом с изображением святого Христофора. Кто смотрит мой канал, помнит, как я рассказывал об этом святом и его загадке в сюжете об Оберштауфене. А рядом справа от него 3 полосы по 6 изображений, созданные в 1485-1490 годах, со сценами страстей Христовых и жития святого Петра, вошедшими в мировую историю искусств под названием «Страсти Христовы в Линдау». Многие исследователи считают, что эти фрески были работой Ганса Гольбейна-старшего, знаменитого немецкого художника эпохи рубежа поздней готики и раннего возрождения. Сейчас здание используется как военный мемориал. А вот 2 другие церкви, действующие сейчас, сыграли важную роль в развитии города. Римско-католическая церковь Богоматери или церковь Святой Марии является сейчас городской приходской церковью. Истоки собора относятся к 810 году. На протяжении 1000 лет это был главный храм женского монастыря Богоматери под Липой, каноника в Линдау. Монастырь являлся княжеским аббатством Священной Римской империи со всеми правами суверенного княжества. Его главой была принцесса Аббатиса, происходившая из виднейших дворянских фамилий. Именно благодаря этому монастырю и его правам вокруг него вырос город Линдау. Нынешняя церковь в стиле барокко была построена между 1748 и 1752 годами на месте старой, уничтоженной городским пожаром. Церковь богато украшена белой лепниной, цветными фресками и резьбой в стиле рококо. Интересной особенностью собора является наличие 2 органов. Они настроены по-разному и вместе на них играть нельзя. Большой на 68 регистров, подходящий для музыки разных стилистических периодов, и малый на 29 регистров, расположенный в боковой галерее, так называемый орган Святой Марии, хорошо подходящий для музыки барокко. В соборе проводятся записи и концерты органной музыки. Рядом с собором Святой Марии находится одна из первых в Германии протестантских церквей – Евангелистическая церковь Святого Стефана. Это самая большая церковь города. Выходит она фасадом на Рыночную площадь. Здание с кованым балконом на изогнутом фасаде восходит к трехнефной романской колонной базилики 1180 года. Обе церкви имеют колокольни, и посмотрите вот на этот снимок, как мирно они уживаются друг с другом. Рядом с ними на Рыночной площади Марктплац находится фонтан Нептун, а в период ярмарок вся площадь заставлена торговыми палатками. Очень красивое здание старой ратуши, первоначально построенное в готическом стиле, в 1576 году было перестроено в стиле Ренессанс со ступенчатым фронтоном. Центральный фасад, выходящий на пешеходную зону на Бисмарк-плац, украшает большая крытая деревянная внешняя лестница, ведущая в Эркер. В XIX веке фасады с обеих сторон ратуши были щедро украшены историческими картинами, изображающими историю Линдау. Самое примечательное, что с обеих сторон на фасадах имеются часы. А рядом в стиле барокко находится новая ратуша, на фасаде которой расположен карильон, который каждый день в 11:45 исполняет мелодию. Прогуливаясь по городским улочкам, туристы погружаются в атмосферу средневекового города. Помимо пеших прогулок по городу, можно совершить прогулку на теплоходе по Боденскому озеру, а летом искупаться в озере на оборудованных пляжах. Но если вам повезет, то гуляя по берегу озера, вы можете встретить и полюбоваться соцветиями редчайшей незабудки Боденского озера. Вот такие голубенькие цветочки. Как любитель велосипедных путешествий, я не могу не упомянуть, что вокруг озера проходит велосипедная дорожка Боденского озера, которая с разных сторон, как лучики, примыкает велосипедные дорожки. Дорожка Гогенцоллернов, дорожка Гейдельберг-Шварцвальд-Боденское озеро, дорожка Швабских Альбов, путь озер, путь Средиземелья, дорожка Боденское озеро Кенигсзее и множество других. Каждый год в карнавальное воскресенье гильдия дураков Линдау проводит швабско-алеманский фастнет, карнавал, большой прыжок дурака. Наряженные люди в пестрых одеждах и масках, похожих по форме на яблоки и груши или на мифических существ, шествуют по городу. Также ежегодно в последнюю среду перед летними каникулами, начиная с 1655 года, отмечается детский фестиваль Линдау. Детский фестиваль был утвержден по случаю столетия Аусбургского мира между католиками и протестантами и с тех пор отмечается практически непрерывно. В 6 утра
Население будут пушечные выстрелы и бродячие духовые оркестры. Школьники младших классов с учителями движутся на остров Линдау, сопровождаемые духовыми оркестрами и группами барабанщиков. Это действие прерывается стрельбой, которую встречают участники аплодисментами и радостными возгласами. Вы уже почувствовали атмосферу? В 9:30 утра толпа занимает все переулки острова, примыкающие к Бисмарк-плац у старой ратуши. С ее балкона, согласно традиции, выступает с речью мэр. Затем дети идут на берег так называемого маленького озера, где получают угощение, в том числе знаменитое линдауское бутшеле, и веселятся. Во второй половине дня они расходятся по школам в своих районах города. Взрослым жителям острова можно только посочувствовать. Но Линдау знаменит не только своими веселыми карнавалами. В нем проходят и всемирно известные, так сказать, серьезные мероприятия. Встречи лауреатов Нобелевской премии в Линдау, ежегодные научные конференции, которые проводятся в городе с 1951 года. Их цель объединить лауреатов Нобелевской премии и молодых ученых для содействия научному обмену между поколениями, культурами и дисциплинами. Организует эти мероприятия фонд встреч лауреатов Нобелевской премии в Линдау. Совет попечителей фонда возглавляет представитель немецкой ветви шведского королевского дома. Встречи нобелевских лауреатов ежегодно посвящаются одной из научных дисциплин, удостоенных Нобелевской премии – медицине, физиологии, химии или физике. В рамках встреч проводятся лекции, дискуссионные сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, агора-толкс, научные завтраки. В конференциях, посвященных одной дисциплине, обычно принимают участие 30-40 лауреатов Нобелевской премии и 500-600 молодых ученых из примерно 80 стран. Также приглашаются почетные гости, такие, например, как Билл Гейтс. Молодые ученые, желающие принять участие в конференции, должны предварительно пройти многоступенчатый отбор и принимают участие в этом мероприятии только один раз. В 2024 году 73-я конференция была посвящена проблемам физики. Недели психотерапии в Линдау – это специализированная конференция, одна из важнейших в мире в области психотерапии и психосоматики. Она проводится каждый год в апреле в Линдау с 1950 года. Каждая из 2 недель конференции посвящена теме, которую научный консультативный совет считает актуальной. По темам проводятся лекции, презентации и семинары. Обычно в конференции принимают участие около 4000 врачей и психотерапевтов, а также представителей смежных профессий. Проводятся эти конференции в Инсел-Халле, островном зале, расположенном в северной части острова на берегу маленького озера. Это международный центр проведения мероприятий, конференций и конгрессов. Хотя в Линдау родилось много баварских принцесс, принцев и представителей аристократических фамилий, я хочу упомянуть о 2 людях, которые хоть и не родились в городе, но связаны с ним. Первый – Питер Дорнье, авиаконструктор, выдающийся инженер и предприниматель, сын знаменитого авиаконструктора Клода Дорнье. Как авиаконструктор он играл одну из ведущих ролей в разработке винтового самолета До-335 «Стрела» с максимальной скоростью 785 км в час, который является самым быстрым поршневым самолетом в истории и единственного в мире реактивного транспортного самолета вертикального взлета и посадки До-31. В 1950 году Петером Дорнье была основана компания Линдау Дорнье, производящая ткацкие станки, системы натяжения пленки и производственные системы для промышленности волокнистых композитов. Причиной переориентации стал полный запрет союзниками строить самолеты в Германии после Второй мировой войны. И хотя ни у него, ни у его сотрудников не было опыта работы в этой отрасли, они справились. Благодаря инновациям Дорнье сразу же получил мировое признание в этой области, как и в авиастроении. На сегодняшний день Линдау Дорнье – один из ведущих в мире производителей в этом сегменте. Воистину, талантливый человек проявит себя в любой сфере деятельности. Кстати, в соседнем городе Фридрихсхафене, в земле Баден-Вюртемберг, тоже на Боденском озере, расположен музей Дорнье. В музее представлена история аэрокосмической техники компании Дорнье, основанной отцом Питера Клодом Дорнье. Построенный по образцу авиационного ангара, он включает в себя более 400 экспонатов и демонстрирует столетнюю историю аэрокосмической отрасли. Там же, в Фридрихсхафене, в здании бывшего портового вокзала, расположен музей дирижаблей.
Фридрихсхафен – родина дирижаблей, и музей показывает историю развития дирижаблей и их влияние на развитие города. Из Фридрихсхафена можно совершить экскурсионный обзорный полет на дирижабле Цепелин НТ над Боденским озером и прилегающими районами. В летний сезон с апреля по октябрь, если позволяет погода, дирижабль может выполнить от 10 до 12 рейсов в день, перевозя до 12 пассажиров. В зависимости от маршрута полет длится 40-80 минут. Создатель дирижаблей Фердинанд граф фон Цепелин является почетным гражданином города Линдау. Второй человек, о котором я хочу рассказать, уроженец района Мюнхена. В Линдау закончил среднюю школу, но тем не менее Линдау по праву им гордится. Андрес фон Бехтольсхайм, всемирно известный как Энди Бехтольсхайм, немецкий ученый-компьютерщик и предприниматель, живущий в Силиконовой долине США. Он один из 4 основателей в 1982 году компании Sun Microsystems, а в 1998 году стал одним из первых инвесторов Google. В 1995 году компания Sun создала язык программирования и вычислительную платформу программирования Java, которая быстро нашла множество поклонников. В 2022 году состояние Энди Бехтольсхайма оценивалось в 8,5 миллиардов долларов США. В телефильме «Чудовище в Боденском озере» с известной немецкой актрисой Барбарой Рудник в озере скрывалось и нападало на людей динозавроподобное существо. К счастью, ужасного существа в Боденском озере нет, но загадки озера все же существуют. Наискосок от Линдау, на противоположном швейцарском берегу озера в кантоне Тургау, в 2015 году ученые обнаружили некое неолитическое сооружение. Находится оно на глубине около 4,5 метра и состоит из 170 сложенных из камней пирамид шириной около 2,5 метра. Они находятся на равном расстоянии друг от друга и тянутся под водой вдоль швейцарской береговой линии. Первые результаты, полученные с помощью радиоуглеродного анализа, показывают, что камни были установлены около 5500 лет назад в период неолита, за 1000 лет до строительства пирамиды Хеопса. СМИ уже окрестили находку швейцарским Стоунхенджем. По мнению исследователей, в древности камни были расположены вдоль береговой линии или на мелководье, однако предназначение их пока неизвестно. Это могли быть как ритуальные сооружения, плотина, так и что-то еще. Что это и для чего создавалось, предстоит разгадать ученым. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, с удовольствием буду на них отвечать. До свидания.